переработке, но не мы решили, собственно говоря, за нас, наверное, жизнь решила посредством пандемии, которая настала, заставила нас задуматься над сменой профиля бизнеса, потому что самые первые попали под ограничения ковидные, ну и, собственно говоря, мысли привели к тому, что, наверное, отрасль, связанная с мусором, это то, что будет всегда и никогда не закончится, ничто на нее не повлияет, раз. Ну и плюс ко всему есть ряд законодательных изменений с начала этого года, да, которые подразумевало обязательную сортировку мусора, да, то есть было понимание, что государство начало работать в этом направлении, поэтому начали прорабатывать вопрос переработки вторичного сырья, да, как бы остановились на ПЭТ-бутылке, после чего занялись вопросом непосредственно уже подбором оборудования. Ну, изучение сначала темы вообще, в принципе, а дальше уже и подбор оборудования как такового. На старте, ну, если говорить о том, что изучение темы, как сказать, на самом деле переработка тема не новая для России как таковой, но если быть откровенными, то профессионалов в этой тематике не так много, да, и поиск этих людей, скажем так, которые могли бы поделиться информацией, ответить на все беспокоящие нас вопросы до вступления в этот бизнес, да, было достаточно проблематично. Собирали информацию по крохам, ну, наверное, в большей степени отсутствие информации, это, наверное, основополагающий вопрос. Это до того момента, пока мы ввязались непосредственно в сам рабочий процесс. А если говорить уже в тот момент, когда мы ввязались, то, безусловно, стал вопрос, мы в очень интересное время зашли под переработку, да, когда вообще, в принципе, рынок полимеров начал меняться в связи с теми же самыми ограничениями, которые вводились ранее, да. Ценник на полимеры начал расти, на первичные, соответственно, вслед за ними потянулись и вторичные полимеры, и весь рынок, по большому счету, перекроился, да. Изменение цены внесло свои корректировки по объему сырья, который должен был быть у нас на старте, да, и стал момент того, что пришлось искать новые ниши, новые, ну, скажем так, отрабатывать новые технологии, сырье, с которым можно работать, то сырье, с которым работает меньшее количество игроков на этом рынке. При закупке оборудования мы посмотрели, наверное, несколько компаний, несколько предложений было как от зарубежных китайских производителей, да, так и отечественного производства, белорусские производители. Одним из факторов это был срок производства, да, опять же, сильно большие коррективы внесла пандемия. И второй момент, мы выбирали все-таки удаленность производителя, наверное, сыграла ключевую роль при выборе оборудования, при выборе Подольского завода оборудования, потому что ведя диалоги с людьми, которые занимаются полимерным бизнесом, которые продавали оборудование, да, которые просто продавали действующий бизнес, мы очень много мест посетили, прежде чем ввязались в это. Зачастую говорили, что возникает ряд моментов, связанных с необходимым плановым, неплановым ремонтом оборудования, да, там, с наличием запчастей на это оборудование, что зачастую запчасти являются нестандартными, их достаточно проблематично найти, и сроки поставки этого оборудования, не только оборудования, а и запасных частей в последующем, может быть достаточно большим. Поэтому наличие, скажем так, непосредственно самого производителя, реального производителя, не просто компании, которая продает оборудование, называя себя производителем, да, а конкретного производителя, его физическая доступность сыграла, наверное, ключевую роль в выборе поставщика по оборудованию. Вот это был ключевой момент. В данный момент оборудование, скажем так, позволяет работать за делом. На данный момент мы производим 80 тонн в месяц. То есть сейчас производительность у нас 4 тонны в смену, в графике 2-2. То есть 22 рабочих дня, выгружаем порядка 80 тонн. В данный момент вопрос объемов производства связан, скажем так, наверное,
с отлаживанием вопросов поставки сырья, на котором работает. То есть основополагающий момент сейчас это сырье. То есть нет проблем со сбытом, нет проблем с оборудованием, с его производительностью. Основной вопрос это отладка вопросов поставщиков, да, входящего сырья, то есть то, с чем работает непосредственно. Наши вложения еще не окупились, да, поэтому говорить. Здесь вопрос заключается в том, насколько загружено производство, да, в принципе. Производство само по себе в России является невысокомаржинальным, любое производство. Да. Если говорить о быстрых деньгах, вложение инвестиций в производство – это не быстрые деньги. Но, в принципе, в разумные сроки до 36 месяцев при грамотном построении вложенные инвестиции могут окупаться. Начинающим переработчикам я бы посоветовал глубоко изучить, собственно говоря, тему вопроса, да, убедиться в том, кому они планируют продавать готовую продукцию, да, смогут ли они добиться того качества, которое необходимо сейчас на рынке. Да, я думаю, что в принципе в этом могут помочь специалисты компаний, которые занимаются продажей оборудования, по большому счету. Проработать вопрос поставок, четкого понимания, где берется сырье, потому что в данный момент происходит некая монополизация рынка. Если говорить про московский регион, да, то наша мусорная реформа с системой региональных операторов для обычных переработчиков создает определенного рода сложности по взаимодействию и покупке вторичного сырья. Поэтому прежде чем заняться переработкой, стоит глубоко проработать вопрос поставок сырья, с которым вы будете работать.